Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в стране, которая омывается 4 морями. Является самым большим музеем под открытым небом и называется страной чая и кошек. Да, вы, наверное, уже догадались. Это Турция. Интересно, как здесь живется нашим? На этот вопрос нам ответят герои нашего выпуска, которые переехали жить в Турцию. Истории переезда и что такое настоящая Турция. Знакомьтесь, это молодая семья Тимофей, Оля и их дочка Майя. В 2014 году они были вынуждены уехать из Луганска. Жили в Китае, а потом переехали в Турцию. О жизни в Турции также расскажет Татьяна, которая переехала с Украины в Турцию 6 лет назад. Встретились мы с Татьяной у собора Святой Софии. А чем вы занимались в Луганске до переезда? Я была студенткой, я была на 3-м курсе университета, когда все это началось. Естественно, никто там не остался, но из моих знакомых почти все выехали. То есть наш университет эвакуировался, и уже заканчивала я обучение, живя в Киеве дистанционно, работая, жизнь повернулась так. Я уже доучился, и у меня специальность филология, соответственно, как филологу, который закончил университет, у меня было 2 варианта: либо идти куда-то преподавать английский, либо идти в брачку какую-нибудь работать. С первым не получалось, потому что куда бы я ни пришел, простите, все уже занято. Брачки мне в принципе не нравились, поэтому я ездил там, то печки строил, то еще что-то. И в принципе вот так вот с родителями жил. А почему вы решили переехать? Это очевидно. В 2014 году, да, многие решили переехать. Мы не решали, нас заставили, я хочу сказать так. Это было не наше такое свободное решение, нам просто не оставили выбора. Откуда вы приехали? Перед самым выездом в Турцию я жила в Харькове и 25 лет жила в Херсоне до этого. Работала бухгалтером, 18 лет стаж главного бухгалтера. Офис настолько надоел, что пришлось что-то поменять. Сначала я была здесь в качестве туриста, пару раз я съездила на каникулы, а потом уже через пару лет решила все-таки сюда приехать. А почему вы выбрали Турцию? Изначально мы переехали в Киев в 2014 году еще. Жили какое-то время в Киеве, потом я, не найдя работу преподавателем английского в Луганске, нашел ее в итоге в Китае. Мы поехали в Китай, а после Китая уже приехали в Турцию. Если в подробностях, мы не собирались надолго останавливаться, мы приехали, потому что я как раз перед пандемией приехал, родилась Майя, и я приехал из Китая в Украину на 2 недели буквально, отметить Новый год, забрать их и ехать обратно в Китай. А потом началась пандемия, консульство закрылось в Украине, и мы никак не могли визы новые получить для того, чтобы ехать в Китай. Потом нам сказали, что в Турцию можно приехать, получить ВНЖ туристический, и с ним уже подаваться в консульстве здесь, и отсюда лететь в Китай. Мы приехали, получили ВНЖ, но у китайцев уже изменились правила, они начали требовать, что все, кто въезжает, должны быть вакцинированы китайской вакциной, а ребенок 2,5 года, мы ничего не знаем, у нас указ свыше, что все должны быть вакцинированы. Про детей уточнения нету, так что до свидания. То есть либо оставляйте ребенка где-то и приезжайте, либо не приезжайте. И вот так мы тут остались. А почему вы выбрали Турцию? Вопрос, можно сказать, очень простой, потому что ехать, это моя личная точка зрения, ехать в Европу, жить за евро, я посчитала для себя неприемлемым, сравнивая во время отдыха цены местные и цены с Украиной, все-таки решила, что Турция, несмотря на то, что это мусульманская страна, все-таки здесь проживание будет более-менее комфортным. А какой город Турции вы выбрали и почему? Стамбул мы выбрали, потому что здесь уже у нас были знакомые. У Тимоши была знакомая девочка, турчанка, она тоже здесь жила. То есть у нас была возможность... Она живет здесь? Она живет здесь. И еще у нас тоже по Китаю тут девочка тоже этим же путем. Нам квартиру тут помогли снять, потому что, в принципе, без друзей здесь было бы, наверное, тяжелее снять квартиру, чем... То есть всегда люди, которые здесь давно живут, они уже знают все тонкости, и они
нам помогли найти квартиру и договориться, как бы мы не переживали за то, что это могут быть какие-то там мошенники, непорядочные люди. Мы как-то даже не рассматривали другие города. Нам Айжан сказала, что я в Стамбуле сейчас. Я такой, у меня в Стамбуле друзья есть. Ну, поехали в Стамбул. Это вот решение было принято буквально за 1,5-2 недели, потому что мы уже 9 месяцев сидели в Северодонецке в Украине. Неделя начиналась с того, что все, на этой неделе нам дадут добро, получим визу, уедем. И вот так вот мы прожили с января по ноябрь. По 9 месяцев, даже больше, наверное. А потом вот сказали, что можно в Стамбуле так сделать. И мы буквально за неделю, за 1,5 купили билеты, собрали сумки и приехали. А какой город Турции вы выбрали и почему? Я не выбирала, получилось так, что пригласили в Анкару. У меня знакомство с Турцией началось сначала с Анталии, Алании, потом была поездка в Каппадокию. И жить я приехала уже в Анкару, как бы немножко имея там багаж какой-то знаний небольшое, представление об этой стране. Вот. Так вы сейчас в Анкаре живете? Нет, я живу сейчас в Стамбуле, уже почти скоро год. До этого в Анкаре я жила 2 года, после этого переехала в Измир, там 1-1,5, потом был Айдын. И последний перед Стамбулом это был Мармарис, как бы хороший, красивый, курортный город, но с работой там тяжело, поэтому как бы взгляды все обратились на Стамбул. Знаете, как говорят, все дороги ведут в Рим, в Турции, в Стамбул. Да. Да, и сколько вы живете в Турции? 1,5 года уже. В Стамбуле вот в июне будет год, а в общей сложности в Турции 6 лет. А расскажите что-нибудь о Стамбуле, о его достоинствах и недостатках, если они есть. Вот смотрит на меня, потому что я вижу недостатки. Да, какие? Просто если бы мы приехали вдвоем, без ребенка, может быть, я бы не обратила на это внимание. Мы приехали с коляской, с ребенком, а здесь как бы очень инфраструктура не развита для пешехода. То есть если ты с коляской, то тут во многих местах есть ступеньки или паркуются, или тротуар очень узкий, как бы паркуется там скутер или еще и машина туда запаркуется, ты вообще не проедешь. Меня, конечно, это очень... Ну и он холмистый довольно-таки, так что если кто-то любит упражнения, да, какие-то силовые уже в городе, то как бы Стамбул это идеальное место для этого. Но если ты с коляской, то ты вот так вот ее как бы затаскиваешь, это все, конечно, очень тяжело. Да, достоинства есть какие? Люди, большой плюс это люди. Здесь как бы после, например, нам есть, да, там с чем сравнить, после Китая здесь как бы менталитет намного ближе. Все довольно-таки открыты, всегда помогут. И тут очень любят детей. Те как бы прям это вот национальная как бы у них любовь к детям. Тут не бывает такого, чтобы кто-то не помог ребенку, там конфету дают. Ты зайдешь в булочную, ее обязательно угостят чем-то. Маю, не меня. Конечно. Я говорю за детей, это как бы очень располагает. Тут как бы мы шли, когда-то тут как-то полицейский, да, какой-то у них был. Ну, у них то ли они тут охраняли что-то. В общем, стоял именно автобус, человек 40-50 полицейских в форме, там, с оружием, с баллончиками. Не знаю, я не смотрела на баллончики и оружие, просто мы стояли на автобусе. А автобус с решетками такой забитый. Ну, просто стояли автобусы с полицейских, типа, вот ты брала, что демонизируешь, говорю, стояли с автоматом. Потому что я в Украине как бы, побаивался. Да, и в общем, они увидели Майю, она собиралась там к ним в автобусе, тем более еще совсем такая была. Она и сейчас. Ну да, мы ее взяли, унесли, они нас догнали, дали там какие-то свои, например, сухпайок, какое-то вот печенье, вафли, как бы надавали, это все, ничего себе, здорово. Очень вкусная еда, это тоже большой Особенно плюс. по сравнению с Китаем. Ну и стройки Китай, Япония, Корея. Китай это самая дешевая и в плане жизни. Как бы, если в Китае я считала, что там ты приходишь в супермаркет, там нет еды, потому что это надо знать. Там как бы все как в пакетиках, вакуумировано, что-то не попить, какое вино вообще. То есть я захожу и думаю, нечего купить. Еды мало, и если заказывать, как бы тоже все очень грустно. Ну, для китайцев, само собой, нормально, просто нам не очень. А здесь заходишь в магазины или в ресторан и думаешь, смотришь на пузо свое и думаешь, блин,
что особенно, ну, тут булки, оно жирное довольно, то есть мясо у них тут много, все эти кебабы, Искандер-кебаб, это потрясающая вещь, но оно такое жирноватое все. Да, калорийное. Да, хорошо. А как вас встретить? Да. Ну, все очень вкусно, как бы. Очень, мы в разные места ходили, но я могу там назвать, может, 1-2 ресторана, где мне не понравилось. И это все в основном были туристические места, потому что, мне кажется, Да. они не очень переживают о качестве там, как бы, потому что туристическое место, как там люди пришли, один раз поели и ушли, и они не думают о том, что это должно быть там. Не Вкусно. рассчитано на то, что это будут тогда постоянно Да. ходить люди. Ну, то есть, а если, например, здесь, как бы это вот мы живем в районе, он больше для, ну, не туристический, скажем так. И тут как бы- Жилой, то есть это не достопримечательность, скажем. и поэтому тут рестораны, они как бы уже... Для думают, своих, да. что к ним, Ну, да. вот эта вся улица, вот тут просто там рестораны, бары, кофейни, тут причем кофе тоже на каждом углу. Как аптек в Украине, так здесь кофейни. Ну, аптек здесь тоже много. Не скажешь. Так, а сейчас мы на каком месте находимся? Так, Здесь у нас, с одной стороны, мечеть Айя София, которая уже совсем мечеть, как бы у нее нет уже статуса музея. Здесь площадь называется Султан Ахмед. а можете рассказать о Стамбуле, о его недостатках? Как бы для меня, как для иностранца, Стамбул – это мегаполис, в котором много возможностей. Ну, здесь для всех есть возможность. Вот мой один знакомый с Украины, он сказал, что голодным останется здесь только, ну, не знаю, самый разлентяй. Вот, как бы, да, действительно, можно заработать, можно найти работу. С точки зрения проживания, да, город очень большой, здесь много иностранцев, скажите, многолюдно, и как бы смотришь новости, постоянно в Стамбуле что-то происходит, как бы не всегда хорошие вещи. Вот, допустим, я уже замужем за турком, он до 17 лет проживал в Стамбуле сам, и говорит, что я не хочу переезжать в Стамбул, потому что здесь грязно, многолюдно, и вообще, короче, не хочу. Но мы переехали, как бы я настояла, и, ну, потому что в первую очередь, как бы, нам было важно найти работу. В Мармарисе муж тоже не мог найти себе, как бы, где устроиться. Бизнес его, как бы, тоже на время пандемии был закрыт, и восстанавливаться после этого всего непросто. Вот. Достоинство, ну, я вообще, как бы, могу сказать просто о Турции. Я люблю общественный транспорт, как бы странно ни звучало. Везде с одной карточкой можно ехать. Есть система определенная скидок, правда, к сожалению, на данный момент сейчас транспорт очень сильно дорожает. Вот буквально вчера объявили о том, что подорожает все. Сегодня уже по новым тарифам прокатилась, все посмотрела. Вот. Ну, вот как-то так. Еще добавлю к сказанному, коты в Стамбуле повсюду. Их можно увидеть на улицах, в парках, ресторанах и музеях. Это такая же древняя достопримечательность города, как дворцы, мечети, парки. Местные жители и муниципалитет ставят им небольшие домики, чтобы животным было где погреться и спрятаться от дождя. И устанавливают для животных специальные кормушки и поилки. Да, как вас встретила Турция? Первые дни, когда мы приехали, это было грустно. Но мы сначала нашли квартиру уже дистанционно. Мы думали, мы приедем, может, зайдем в эту квартиру. Она оказалась, ну, она не подходила нам. Когда тоже все равно вживую посмотрела, она нам не подходила. Нам пришлось искать гостиницу. Потом мы искали, пока мы искали жилье, мы жили... На Airbnb сняли? На Airbnb сняли, да. И как бы это был такой район тоже туристический. Ну, И Таксим, это вот главная площадь здесь. тоже такой туристический. Мы так вечером вышли, все так было как-то непонятно, шумно, как, ну... Холодно, дождь льет, туристический район, там все такие, еще и турки нас накрутили, вот друзья, которые встречали, они же вообще рассказывают, что так, вот в этом районе ни в коем случае, вот в этом районе нельзя, вот здесь вот эта улица нормальная, но если вы на следующую улицу пойдете, то тоже не ходите, там нельзя. И вот вообще тут жить нельзя, тут арабы, тут наркоманы, тут а где жить? Да. Ну, живите вот тут. Да, и лил дождь, холодно, причем май, это было вот год и 3 месяца или 4. Для нее это стресс тоже, потому что мы приехали сначала, жила с рождения там бабушка, дедушка, тетя, друзья. Потом мы поехали сначала в Киеве 2 дня были, потом приехали сюда, она в шоке была просто. Пока мы не нашли квартиру, пока мы уже вот вокруг не обходились, пока не почувствовали разницу между
туристической частью Турции и обычной Турцией. Ну, Турцию мы можем говорить за Стамбул, в пределах Стамбула. да. Ну, как бы, когда вот мы в Кемере были, то туристическая часть, она тоже очень сильно отличается от обычной Турции. То вообще тут мы сидели, я говорю, Оля, что поехали обратно, может, мы ошиблись. А когда уже пообжились, когда нашли места, когда походили здесь, когда поняли, что, в принципе, здесь не смотрят на тебя, не все на тебя смотрят хищным взглядом, как на туриста, который сюда приехал, вероятно, с деньгами, если нужно побольше да? срубить. А вот как Оля там про отношения к детям рассказала, про еду, когда мы уже сами тут походили, все посмотрели, нам гораздо больше начало нравиться. А как встретила вас Турция? Сказать, чтобы сильно хорошо, нет. Мы все здесь как бы иностранцы, вот кто приезжает, поэтому не надо считать, что, допустим, да, туризм это одно, а проживание это совсем другое. То есть может быть и негативное отношение к иностранцам, как со стороны женщин и также и мужчин, типа вопросы, а зачем ты сюда приехала, или типа, а вот что ты здесь ищешь, и тебе в твоей стране живется не очень. Вот стараюсь на это не обращать внимания, потому что я считаю, что каждый живет там, где считает нужным. Ассоциирую себя с одним каким-то местом, потому что я родилась, допустим, в России, и я никогда там не жила. Вот. Так что, Турция встречает по-разному. Не всех радостно и весело. Вот. Есть люди добрые, есть люди не очень добрые. Страна мусульманская, как бы надо быть готовым к тому, что могут осуждать за что-то там, может быть, за излишне яркий макияж или за внешний вид. Но это не везде так. А с какими трудностями вы столкнулись при переезде? Ну, вот поиск квартиры, это то, что здесь чаще всего сдают не мебелированные квартиры, то есть пустые. То есть тут местные турки, они переезжают уже со своей мебелью. То есть приезжают там грузовик, у них все есть, диваны и техника тоже. Стиральные машинки, холодильники, это все как бы люди покупают и с этим ездят. Было сложно найти мебелированную квартиру с уже как бы, чтобы все там было. И с подключенными коммуналкой, потому что у них многие квартиры, вот хозяин сдает, но свет, газ, вода, они не оформлены на хозяина. Ты когда заселяешься, ты должен пойти, это в принципе занимает день, это несложно. Ты должен пойти там в горводоканал местный, там в электрокомпанию, в газовую компанию, оформить на себя все документы. А мы иностранцы, нам для того, чтобы на себя оформить документы, нужен ВНЖ. А ВНЖ мы не можем получить без аренды квартиры. Ну да, и опять это тоже связано с тем, они сдают на длительный срок. Ну то есть не так, как у нас, как бы там предупредите за 2 недели и там, я не знаю, сейчас вроде бы тоже часто контракт подписывают, там может быть какие-то условия другие, но тут там сдают от года, например. Ну то есть нет такого, что там на полгода, на несколько месяцев. То есть обычно ты заключаешь контракт на год, иногда там на 2 и больше. А мы изначально ехали, вот думали про Китай, поэтому ехали на 3-4 месяца, мы так и искали. Ну, нам повезло, мы нашли, у нас замечательные хозяева, как бы, они очень с пониманием, все, не было никаких проблем. Тут, кстати, по поводу квартиры еще очень классная вещь, это мне уже турки рассказали, когда ты в Турции снимаешь квартиру, во-первых, тебя не имеют права оттуда выгонять. Если ты исправно платишь аренду и счета, хозяин имеет право тебе только выставить как бы уведомление о том, что он просит тебя покинуть квартиру, и с момента получения этого уведомления у тебя есть 6 месяцев до года, чтобы найти себе новое жилье, и пока, вот, в течение этого времени ты можешь спокойно, платя точно так же ренту арендодателю, жить в этой квартире, и никто не имеет права тебя выгнать, а если будут пытаться выгнать, можно идти в суд, и ты 99% что суд этот выиграешь. Плюс, как нам рассказали, если тебя все-таки против твоего желания выселяют, вот как изгинам на днях, те, кто тебя выселяют, но они обязаны оплатить тебе переезд, то есть грузчиков, там вещи твои, когда будут перевозить, должны оплатить агентские депозит и 2 месяца за новую квартиру. Но опять же, это по закону. В Турции такое дело, что здесь даже официальные представители каких-то там вот компаний, они могут не особо шарить в законах и говорить, что мы ничего не знаем, до свидания. У нас момент такой был, что Маю прописывали. Получается, у них есть приложение Едовлет. Это на телефоне как бы все документы, все такое. Я могу взять справку о прописке из этого приложения. На Маю я не мог найти. Я прихожу в паспортный стол, они говорят, берите с приложения. Я говорю, нету. Они говорят, ничего не знаем, берите с приложения. Я показываю, не работает, не находит. И они говорят, мы ничего не знаем, берите с приложения. В общем, мы тут 3 раза ходили, и в итоге я пришел с другом, который говорит на турецком, он с ними начал ругаться, позвал начальницу, пришла начальница и такая, ой, а тут же как бы на детей до 16 лет в Едовлете взять нельзя, вы давайте вручную. И вот пока мы не начали там уже ругаться и искать кого-то сверху, эта женщина сидела там,
я не знаю, как правильно называется, но которая там выдает бумаги, поднимает вот это все. И говорила, нет, я вручную выдавать ничего не буду, берите оттуда. И это, тут бывает очень часто такое. В общем, просто переезд это уже сложно, независимо в какой стране, а тем более как бы лететь на самолете. То есть это, если ты переезжаешь, то ты ограничиваешь себя по количеству вещей, которые ты везешь. Естественно, я там со временем потом возвращалась в Украину, что-то привозила, даже, по-моему, нет, не даже, а привезла как бы мелкую бытовую технику, швейные машинки и комбайн. Вот. Вроде как сейчас уже это выглядит просто. На тот момент было сложно, какие-то моменты упустила во время оформления ВНЖ, и у меня есть как бы такое пятно в моем турецком деле, это нелегальное проживание в Анкаре целый год. Я выехала, заплатила штраф, снова вернулась, и теперь как бы стараюсь не нарушать правила. А что не нужно делать в Турции по приезду? Если вы планируете ехать на длительный срок, то абсолютно не рекомендую снимать квартиру через Airbnb, потому что это выходит в разы дороже, чем снимать, например, через турецкие сайты. Или даже в разы дороже, чем гостиницу снимать. Поэтому вот если на короткий срок, то лучше так. А в принципе, так бы я не сказал, что есть какие-то вещи, которые прям не советую. Но я бы не советовал, наверное, на машине конкретно в Стамбул ехать, потому что в Стамбуле сурово воздушение. А так нет, ничего такого особенного нету, что прям я бы не советовал делать. А сколько денег вы взяли с собой в Турцию? Примерно. Да. Мы когда приехали, 1005, по-моему, долларов было. Тогда еще $1000 это было 8000 лир, а не 15. И получается мы гостиница, жилье. Жилье, получается, это за квартиру за месяц мы заплатили за первый, плюс агентские, плюс депозит. Это вот все, там 3400 была квартира, 3400 агентские, 3400 депозит. Это вот $1000 было. И потом еще по мелочи купили, по мелочи, как я, например, мечтал о гранитной посуде, которая вот как кастрюли с каменным напылением. Все, я говорю, Оля, поехали, покупаем. Пофиг, потом в Китай заберем. Но в итоге не зря купили, потому что остались. И, в общем, на все это дело, на первое время, то есть на оформление жилья, плюс какие-то вещи первой необходимости, у нас ушло, $2500. А что не нужно делать в Турции по приезду? В чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому, приезжая сюда, просто надо обратить внимание на то, как живут люди. В разных городах по-разному. Например, Стамбул, здесь много туристов, здесь практически европейский город. Не обращают внимания, как ты одет, как ты себя ведешь, как разговариваешь громко, тихо или еще что-то. Допустим, Анкара, его называют городом чиновников. Там люди поспокойнее. Я жила на окраине в Анкаре, по большей части закрытые женщины, то есть не сильно выделялась на тот момент. Турецкий знала не очень. Как сказать, все зависит от вашего внутреннего состояния. Вы сами поймете, что здесь не надо делать. Сколько денег вы взяли с собой в Турцию? Примерно. Я ехала, можно сказать, практически налегке в плане денег. У меня там в кармане был... Я везла с собой чемодан вещей. И, по-моему, было что-то около $200. И я думала, поеду проверю. Понравится, останусь. Нет, убегу. Вот. Поэтому много не брала. А знали ли вы турецкий язык до переезда и как сейчас у вас обстоят дела с турецким? Не знали до переезда. Сейчас целенаправленно за все это время, что мы здесь жили, мы его не изучали. Не потому что не хотим, потому что банально времени не было. Я, например, когда еще сюда приехали, я в Китае продолжал работать в китайском университете онлайн. Это из-за разницы во времени у меня пары начинались в 3 часа ночи здесь. То есть я просыпался там в 2:30, садился и вел пары в Китае. А потом еще из-за какие-то подработки, переводы постоянные. То есть просто банально нету времени, а когда время есть, хочется либо пойти погулять, либо еще что-то. Тем не менее, я более-менее вот какие-то минимальные вещи, на уровне, там, скажем, А1, А2, я турецкий уже знаю, потому что видимо, это вот какая-то особенность. Я на детской площадке с кем-то поговорил, там объявление в магазине, еще что-то там. То есть я уже, в принципе, на уровне там сходить в магазин купить, сходить там оформить себе документы или еще что-то. Я могу уже даже вот в миграционку ехать без переводчика, и, в принципе, я там справлюсь. Оле в этом плане сложнее, потому что она язык вот так вот из окружения не цепляет. Ей нужно именно садиться и заниматься с преподавателем. Но вот сейчас тоже как... моральные силы заниматься появятся, потому что
когда вот война началась, мне даже пара была в универе тяжело вести, я попросил там меня на пару дней подменить, пока я с мыслями собрался, то планируем уже найти преподавателя и заниматься целенаправленно. Мне хотелось бы более свободно им владеть, а Оле хотелось бы в принципе им владеть. Хорошо. Но проблем с этим не было. Из-за того, что мы не знаем языка, как бы телефон, переводчик, в некоторых магазинах даже на русском говорят, поэтому на английском в большинстве случаев они тоже на бытовом уровне понимают, поэтому особо больших проблем в Стамбуле конкретно не было. Хорошо. Знали ли вы турецкий язык до переезда и как сейчас обстоят дела с турецким? Мне повезло, турецкий я выучила до переезда в Турцию. Это было в 2009 году, я ходила на курсы, потому что планировала сюда поехать. Мне было интересен сам язык, как бы культура, страна. Поехать на тот момент не получилось. Я закончила курсы, получила диплом и успешно забыла турецкий. Естественно, когда начала ездить на каникулы и уже когда приехала сюда с мыслью о том, что я останусь, то как бы общение поначалу было сложно, потому что я забыла. Читать, писать легко, как бы разговаривать, да, был барьер, который было, нелегко переступить. Ну и вот сейчас на данный момент я иногда работаю переводчиком на выставках, иногда помогаю людям, которые не знают турецкий. То есть в бытовом плане как бы турецкий на все 100. В каких-то особых специфических областях приходится как бы почитать какую-то информацию, чтобы выучить термины. Например, там бьюти-сфера, стоматология, медицина, общение с адвокатом или, допустим, с производителем каких-то товаров. В общем, знаю хорошо уже. А сколько денег в месяц вам нужно, чтобы здесь комфортно жить? На еду уходит где-то в неделю от 1000 до 1500 лир. Это с учетом того, что купить в магазине там мясо, еще что, мясо, сыр, такое, на рынке купить овощи, фрукты. Раз-два заказать еду, потому что здесь на заказ тоже очень вкусное все привозят. Вот, и может разок сходить куда-то. Если там по ресторанам больше любителей пообщаться, у нас с ребенком просто не всегда это получается, то 2000 лир в месяц. 2000 лир это 120-130 долларов. Да. В месяц, в неделю. В неделю. Ближе к минимуму, то в месяц будет где-то 4-5. Я думаю, если там есть рис с курицей каждый день, то будет 2-3. В общем, 2-3, да. Хорошо. Жилье у нас сейчас трехкомнатная квартира мы снимаем за 4000 лир. Это где-то в районе 250-300 долларов. Сейчас по такой цене квартиру уже не снять, потому что, во-первых, сначала лупанул кризис, лира обвалилась, квартиры поднялись в цене в лире. Мы сейчас квартиру снимаем в лире дешевле, чем когда мы приехали. То есть вот в лире цена выросла, а в долларах она, наоборот, получилась меньше. А потом еще, когда началась война, начали сюда ехать российские беженцы. В основном российские беженцы, которые уезжают от путинского режима, это программисты всякие, которые работают онлайн. И они приезжают, они особо ситуацию здесь не выясняли, они приезжают и начинают искать там квартиру от 1000 долларов. А турки эту фишку быстро прохавали и как бы начали на все квартиры ставить цены от 1000 долларов. Поэтому квартира, которую снять можно было, например, еще 2 месяца назад там, за 8-9 тысяч лир, сейчас на сайтах уже там сдают по 15, по 16, потому что приезжают люди, которые, собственно говоря, готовы снять за эти деньги. А для турков и для экспатов, которые давно здесь живут и работают, скажем, в Турции, получают в Турции зарплату, это очень много. А сколько вам нужно денег в месяц, чтобы здесь комфортно жить? Учитывая инфляцию, которая случилась в Турции за последний год, она составляет более 50%. Так, чтобы комфортно, это, наверное, из расчета 5-6 тысяч, может быть, нет, 6-7 тысяч лир, турецких лир на одного человека. То есть из расчета на семью, 13-15, это будет более-менее, это будет комфортно. То есть если, допустим, нет жилья, надо снимать там, плюс подорожали сильно коммунальные услуги, это электричество и газ. Допустим, зимой газ, мы отапливаем квартиру, дорого получается. Сейчас лето, в Стамбуле лето не сильно жаркое, допустим, а вот в Мармарисе электричество расходуется очень сильно, потому что это кондиционеры.
Хорошо. Можно ли в Турции найти работу или открыть свой бизнес? И если да, насколько это сложно? По поводу бизнеса я не знаю подробностей, но мне говорили, что это здесь делать довольно-таки просто. То есть я так понимаю, что нужен какой-то начальный капитал и какой-нибудь турок, который поможет оформить документы. Например, если сравнивать с Китаем, где, чтобы иностранцу открыть бизнес, у тебя должен быть китайский партнер, китайский капитал и китайские работники и так далее. Здесь это проще, по рассказам, потому что я не пробовал. Я преподаватель, я в университет устроился, в принципе, без каких-либо проблем. Мне в этом, наверное, очень сильно помог британский диплом, потому что я магистратуру в Англии заканчивал. Много иностранцев из России, из Украины работают не в университетах, а в частных школах, но там, на мой взгляд, условия гораздо хуже, и отношения, судя по рассказам, тоже гораздо хуже. У меня есть знакомая, которая, она русскоязычная, она работала здесь в частной школе и говорит, что у них там рабочий день с 8 утра до 6 вечера, это уроки, плюс классное руководство, плюс кружки, плюс журналы, плюс бумажки все и так далее. И за это у нее зарплата была 6 тысяч лир. За пределами школы в основном здесь в салонах красоты работают, либо в ресторанах. А в Турции можно найти работу или открыть свой бизнес? Если да, то насколько это сложно? Приезжая сюда по туристической и проживая здесь по туристической визе, работать, естественно, нельзя. Можно найти работу, но я как бы не задавалась целью найти работу, чтобы оформить рабочую визу. Вот. И можно открыть свое дело. Насколько сложно, это зависит от того, насколько вы готовы потратить собственные силы и средства. А вообще это реально. То есть самый быстрый способ в течение недели иностранцу открыть здесь фирму наподобие ООО. Это называется Limited Şirket, общество с ограниченной ответственностью. Ну или можно открыть акционерное общество. Оно немножко сложнее по процессу открытия. Я недавно изучала материалы в интернете, но тоже возможно. Вот. Частное предпринимательство для иностранцев недоступно, только для граждан страны. Чем вы занимаетесь в Турции? Преподаю английский в университете, переводами онлайн занимаюсь на фрилансе. Я сейчас работаю в университете, мы работаем онлайн, у меня в день там от 2 до 4 часов занятий, плюс там когда-никогда экзамены и совещания. И все, и у меня зарплата 8,5. А чем вы занимаетесь в Турции? Было время, ничем не занималась, потом где-то около 1,5 года я работала онлайн копирайтером, очень много писала статей для продажи на бирже, про Турцию тоже очень много было написано. Но это так как я не имею никаких дипломов и определенного опыта, я самоучка, то эта работа не была доходной. Сейчас в Стамбуле у меня есть возможность найти работу переводчиком, что я делаю регулярно, хожу на выставки, помогаю с переводами, допустим, в госучреждениях, в больницах, оформить какие-то документы. И занимаюсь посреднической деятельностью. По-английски это звучит buyer, можно сказать просто посредник. Да, если вы планируете сделать оптовую закупку каких-то товаров легкой промышленности, то я вам в этом помогу. Допустим, у меня есть база клиентов, допустим, контакты, я знаю, где находятся магазины, то есть мне скидывают заказы, я собираю и отправляю за границу. Я официально не работаю, я занимаюсь такой работой, чтобы это не было связано с какими-то контролирующими органами. Какой у вас сейчас доход в месяц? Примерно. Турецкая зарплата 8,5 тысяч, это где-то $600. Ну и плюс на фрилансе от $1000 выходит где-то в месяц. От 1000 и выше, когда как повезет. Суммарный от 1,500, от 1600 и выше. Но опять же, это по большую часть это фриланс. Какой у вас сейчас доход в месяц? Примерно. Примерно. Сейчас я так быстренько соображу, сколько там аренда, оплата всего и что остается на руках. В общем, немного ниже того, что я хотела бы. Вот, то есть мы стараемся двигаться в сторону улучшения собственного финансового состояния. Ну, просто что последние 2 года была пандемия, потом случилась война, это тоже отражается допустим, на моей посреднической деятельности. Клиенты с России, с Украины пока не проявляются, ничего не заказывают. Пандемия, как следствие инфляция, все дорожает. То есть, допустим,
5 лет назад в Турции было более комфортно, хотя сейчас, допустим, все познается в сравнении, здесь тоже неплохо. Сколько вы тратите в месяц на коммуналку? Там электричество, вода? Меня очень здесь радуют цены на коммуналку, несмотря на то, что они также недавно поднимались, но они все еще радуют. Вода в месяц выходит где-то в районе 50 лир. И это при том, что у нас каждый день стирка, у нас каждый день посудомойка. Посудомойка вообще шикарная штука, мы до этого ее не пользовались. Плюс ребенок же там каждый день искупать ее. Она еще любит потом просто кран открыть, там поплескаться, рот пополоскать, еще что-то. Ну, выходит 50 лир, это 100 гривен. Вода в месяц. За свет где-то в некондиционерный сезон это где-то 250 лир. Это при том, что, опять же, у меня компьютер с 2 мониторами, с лампами, который практически постоянно работает. Там тоже телевизор с ноутбука, фильмы какие-то. И вот газ зимой, поскольку мы отопление включали, то вот за февраль было 600 лир, это 1200 гривен, но у нас вот весь февраль отопление было на максимум, кочегарило. То есть я вообще ненавижу холод, поэтому у нас дома было жарко для всех. А сколько стоит квадратный метр квартиры? Но это надо сейчас посчитать, это зависит еще от района. Например, мы думали, вот если здесь надолго оставаться, подкопить денег, купить квартиру, то вот не в центре, а вот где-то километров 30 от центра, при этом это не окраина Стамбула, это будет где-то вот среднее кольцо только города. Квартиру можно купить за 2+1 квартиру, это где-то вот 80-100 квадратов, можно купить за где-то 60-70 тысяч долларов. А если вот в этом районе, где мы сейчас, ну здесь квартиры где-то от 150 от 200 тысяч долларов, такого же размера, такой же площади, потому что это центр, это очень популярное место, тут вот очень популярная барная улица, Босфор. Если еще покупать где-то на этаже, с которого видно Босфор, там еще плюс 50 тысяч сверху будет. Но это все зависит от места, то есть здесь на самом деле очень реально не на окраине, а в средней черте города купить квартиру где-то за 50-60 тысяч. Если однушку, то даже меньше. А сколько вы тратите в месяц на коммуналку, вода? Я живу в районе Эсенюрт, по стамбульским меркам это не совсем благополучный район считается, там много иностранцев проживает. В данный момент там иностранцам как бы не разрешено регистрироваться. Вот. В общем, за коммунальные услуги, в принципе, наверное, это везде у всех одинаково. На электричество у нас уходит лир 200, вода до 100 лир. И газ, у нас трехкомнатная квартира, 2+1 по-турецки называется. Вот, допустим, самая большая сумма заплатили за газ, это было в январе, было холодно, почти 900 лир. Но на данный момент уже как бы тепло, и я вот уже 3-й или 4-й день газ не включаю, то есть экономия. Да здравствует экономия и лето. Сколько примерно стоит аренда? Допустим, мы снимали квартиру в том районе, на тот момент это было 2000 лир, это было полгода, 7 месяцев назад. На данный момент я помогала соотечественницам найти квартиру. Есть такое приложение Sahimbeden.com, где я, допустим, постоянно что-то смотрю, какие-то, может быть, там покупки, вот, в том числе аренда квартиры. 1+1 в среднем начинается от 3500 лир. И дальше цены не ограничены. То есть, если вы хотите более люкс, если вы хотите больше техники, лучше мебель, то, допустим, по среднему, допустим, 5-6 тысяч лир 1+1 или 2+1 можно найти. Я, допустим, более дорогие варианты не рассматриваю. Вот. У нас квартира недорогая, мы сняли ее совсем дешево, потому что без мебели. Вот. И сейчас вот ждем, у нас заканчивается договор аренды в октябре. Будем смотреть, сколько нам поднимет, насколько поднимет хозяин. Но система такая, есть определенный орган управления по аренде, вот я недавно узнала, то есть по соответствии с инфляцией человек, который сдает в аренду жилье, может только на определенную сумму поднять, это фиксировано, это не придумывается с головы. Вот. Но все равно как бы даже на 50% это как бы немало. Сталкивались ли вы в Турции с медициной? Если да, то какие впечатления? Сталкивались и с частной, и с государственной. Когда мы еще сюда только приехали, здесь для того, чтобы получить ВНЖ, нужно оформить страховку. Но есть такие дешевые страховки, которые там на год оформлялась, вот это до кризиса было, мы на год оформили ее за 200 лир.
По факту, я так понимаю, она либо ничего, либо мало что покрывает. И вот был момент, когда у Майи была температура, она ничем не сбивалась, а у нас возле дома 4 больницы. И это была ночь, это было 2 или 3 часа ночи. В общем, мы поехали на такси в одну больницу, нам сказали, что у нас здесь детской скорой нету, езжайте в частную. А мы сначала поехали в государственную. Мы приехали в частную, нам посмотрели там все. По-английски там врач что-то нам... Ну, я понял, что она говорила, но все равно. Она потом позвонила переводчику по телефону с переводчиком, она с ним говорила, потом он ее переводил. В общем, в итоге там, ну, просто какая-то там кишечная инфекция у Майи была, температура не сбивалась, ибупрофеном. Ей поставили свечку цитрамона, и потом нам дали счет, как бы 520 лир за осмотр врача и 1 лира за, собственно говоря, само лекарство. Но это была частная больница и без страховки. А сейчас, поскольку я официально здесь работаю, у нас государственная страховка СГК на меня и на мою семью. По ней мы еще с серьезными случаями в больницу ни разу не обращались, но, насколько я понимаю, что в государственной она во многих случаях покрывает полностью. Если это только не какая-то серьезная операция, там будет процент. А если ехать в частную, то СГК покрывает 60%. То есть, например, приехал там сделать рентген или УЗИ в частную клинику, стоит он там 1000, например, ты заплатишь только 400, потому что 600 покроет госстраховка. Плюс по ВНЖ можно, ты приписываешься к семейному врачу. Здесь во всех районах есть такие маленькие, ну, у нас, по крайней мере, это очень маленький такой двухэтажный домик, называется он семейный центр, там сидят 2 врача, и если есть какие-то проблемы, то просто берешь свой ВНЖ, карточку, приходишь туда, там живая очередь, ну, в принципе, с утра, там, полчаса нужно в живой очереди посидеть, там врач, и он тебя осматривает, как бы, если ничего серьезного, то он там либо антибиотики выписывает, и, кстати, здесь без рецепта не купить, к большому счастью, лично для меня, потому что я знаю, что многие очень любят. Либо там еще что-то, а если уже какие-то серьезные проблемы, то он выписывает направление в больницу, и нужно ехать в больницу, и там уже там рентгены делать и все такое. Но мы ни разу не ездили, вот только Майя с кашлем мы с ним ходили к врачу. В принципе, быстро он там посмотрел, дал ей конфетку, дал ей там еще что-то. Без этого здесь никак, я так понимаю. И выписал тут же через дорогу, пошел в аптеку. Лекарства очень дешевые. Цены на лекарства меня поражают до сих пор, потому что здесь, наверное, раз в 10 дешевле, чем в Украине. Ну, по крайней мере, вот те, которые вот, самой такой широкой необходимости. А сталкивались ли вы с медициной в Турции? И если да, то какие впечатления? Сталкивалась. Ту страховку, которую иностранец покупает для оформления ВНЖ, можно считать формальной. Там, допустим, можно купить дорогую, но от нее будет мало пользы. У меня была в Анкаре хорошая страховка, фирма «Альянс», одна из лучших страховых компаний. По ней я обращалась, это было 5 лет назад, допустим, прием у доктора стоил 35 лир по этой страховке. То есть цены вполне как бы нормальные. Потом была другая страховка, более дешевая. И получилось так, что даже если я приду в поликлинику, которая работает с этой страховой компанией, по страховому полису мне выходило осмотр у доктора очень дорого. И получилось так, что я узнала, можно обращаться в поликлинику. И, допустим, на тот момент это было так. По моему полису прием у доктора почти 200 лир. Если я иду в госклинику, то там 50 лир стоило. То есть это было тогда. Сейчас вот я живу недалеко от поликлиники, узнавала на данный момент, если у тебя есть кимлик, разрешение на проживание, прием у доктора стоит 180 лир. Но это в любом случае в 2 раза дешевле, чем в частной поликлинике. Вот. Впечатления смешанные. Мне нравится, допустим, система, к которой я уже привыкла. То есть ты идешь там, получаешь талончик в специальном автомате, как билетик. Вот, и по нему идешь в очереди, возле кабинета монитор, на котором пишется твое имя, фамилия, пожалуйста, заходите. Нету такого, что ты можешь там сам себе в голову, что придумал, пойти сдать анализы. То есть сначала, чтобы получить направление, надо сходить к врачу. В принципе, в Украине эта система тоже уже вводится, в работу. Но для меня было это непривычно. Вот. Обслуживание, хорошее оборудование, в поликлиниках всегда хорошие ремонты, вот на что обращаешь внимание, стараются
быть вежливыми, помогать. Я наслышана от своих друзей как бы и о противоположных вещах. Тоже это как бы неприятно. Бывает, что относятся негативно просто потому, что ты иностранец. Слышала, что кому-то не повезло с тем, чтобы там с лечением, например. И это не один пример, не одиночный. Допустим, кому-то неправильно полечили зубы. Одной знакомой там вообще там неправильно поставили диагноз, то есть залечили. Ну, как бы, это, наверное, такая же, не хочется говорить лотерея, как и у нас, к какому врачу попадешь. Вот. А вообще, как бы, в Турции медицина славится на весь мир. Сюда, я знаю, едут делать эстетические операции, стоматология, пересадка волос, постройнеть и все такое прочее. Ну и лечение, говорят, что да, здесь и более как бы серьезных заболеваний дешевле, чем в Европе. Сама не сталкивалась, но знаю, что это так. А что вы можете рассказать о школах в Турции? Можно ли здесь обучаться иностранцам? Зависит от школы. Есть государственные школы. В государственную школу можно только, если у тебя есть ВНЖ, записаться и как бы по месту прописки, насколько я понимаю. Это турецкая школа, соответственно, там будет обучение на турецком языке вестись, по турецкой программе. И ну, как бы, записаться можно, а там уже как хотите. То есть на русских нету школ в Турции? Есть несколько русских школ. Есть тут и русская школа, и украинская школа. Вопрос в том, что их здесь на весь город одна или две. Они переполнены. Да, не то чтобы переполнены, то есть при всем желании, например, живя здесь, я знаю, что есть украинская школа, нам до украинской школы добираться общественным транспортом часа 2. Майя сейчас ходит в турецкий садик. Мы ее, получается, здесь есть два типа садика, есть государственный и есть частный. Государственный с 3 лет, но мы ее с 2 лет отдали в частный. Частный садик нам сейчас стоит 200 лир в месяц. Вот, но там очень классные воспитатели, там с ними играют, там куча у них всяких разных активностей, вплоть до того, что к ним приезжала гончарная мастерская, и они там лепили что-то из глины. И Майя уже потихонечку начинает на турецком разговаривать, поэтому если мы тут прям надолго останемся, то вообще я без зазрения совести отправлю в турецкую школу. И я вообще не считаю, что школа это место, где человек получает образование, это место, где человек как бы получает жизненные навыки, там, социализации, общения, решения проблем и так далее. А есть частные школы по цене, честно говоря, я не знаю. Ну, тысяч, наверное, 6-7 лир в месяц, не меньше. Это школы, где часто обучение ведется на английском языке, то есть они там сразу же сходу с 1 класса начинают на английском все делать. По поводу качества обучения, ну, я могу опираться только на слова людей, которые работали там, как преподаватели. Как бы особо там за качество никто не парится. Может, в каких-то супер крутых там все на уровне, но вот в обычных частных школах никто особо не парится по этому поводу. Ну и есть детские садики по ВНЖ. В государственный по ВНЖ однозначно, в частный по ВНЖ, но нам выдали, когда мы еще туда записывались, нам выдали анкету заполнить, там нужно было вписать там номер ВНЖ, имя семейного врача. Я вписал, но я в итоге вот уже почти год скоро моя туда будет ходить, я до сих пор так и не отнес. Вот. Университеты, во многих университетах есть обучение на английском языке. И если приезжают иностранные студенты, то они должны либо подтвердить, то есть предоставить сертификат о знании английского, либо турецкого, и тогда они могут сразу же начинать обучение. Либо же, если они ни одного из этих языков не знают, они могут выбрать либо турецкий, либо английский, и весь первый год их университета, весь первый курс, это будет только изучение языка. Вот, собственно говоря, я сейчас работаю в университете, у меня первокурсники и турки, и иностранцы, там из Саудовской Аравии, из Судана, из Сирии. У них весь первый курс, вот я их просто учу английскому языку. Только со 2 курса они уже пойдут там кто на психологию, кто на политологию, в общем, на свои специальности. Образование государственное здесь, школы, по крайней мере, государственные, бесплатные. Что вы можете рассказать про школы в Турции? Могут ли там обучаться иностранцы? У меня есть знакомая девушка из России, у нее ее двойняшки, девочки, им по 11 лет, они ходят в школу. Что им там нравится? Это вот я знаю информация с первых рук,
детям относятся очень лояльно. Нету такого, что там учитель может... Бывает, что повышают голос, но это очень редко, если там детвора уже просто садится на голову. Относятся очень лояльно, стараются помочь. Естественно, девочки, знакомая приехала, турецкого они не знают. Детвора как-то быстрее начинает ориентироваться, но все равно надо дополнительные занятия. Климат в Турции вам подошел? Мне здесь больше нравится климат, чем в Украине, однозначно. Сейчас вот зима была холодная, и март еще, даже в марте снег шел, а снег в Стамбуле это катастрофа, потому что когда идет снег, садик закрывается, доставка не работает, большинство магазинов закрывается, все, это как бы город вымер, пока идет снег. Нравится здесь, я очень люблю тепло, даже летом, когда здесь экстремально жарко, я все равно кайфую. Оля страдает, когда жарко, потому что она не так же хорошо жару переносит. Зимой мы думали, что зимой здесь будет теплее, да? Как климат в Турции, он вам подошел? Вообще, как бы у меня была мечта приехать в Турцию на море, поближе к пальмам, к теплому моречку, песочку. Вот. Ну, сложилось не совсем так. Я приехала в Анкару, там до моря далеко. Вот. Да, в Мармарисе, допустим, мы прожили год, мне очень понравилось. Это море больше, чем полгода. Сезон длится там, допустим, начиная с начала мая и купаются до декабря. Вот. Велосипедные, пешие прогулки. Климат, допустим, мне подошел очень хорошо. Мне нравится единственная жара, когда вот пару месяцев, когда очень жарко, это, естественно, тяжело. Ну вот здесь в Стамбуле можно сказать, что климат умеренный и тоже нравится. Со всех сторон море, Ну и один недостаток летом, когда очень жарко, бывает, скажите, парка очень. Вот, то есть влажность очень высокая, потому что город со всех сторон окружен водой. Да. Как в Турции обстоят дела с продуктами питания? Вы нашли, что для себя есть там или Оля, ваши любимые продукты? Мы гречку в магазинах находили? Да. Ну, гречка дороже, чем булгур. Да. Рис и булгур – тут самые популярные продукты. Гречку можно найти, все можно, в принципе, найти, просто это, например, не так популярно. Я спрашиваю про гречку, потому что в Англию, что в Китае мы гречку с собой с Украины возили. А здесь нет, есть, но они стоят очень дорого, и, честно говоря, я даже ни разу не пробовал колбаса. То есть ее здесь как таковой нету. Колбасы. Она есть, но она стоит там довольно-таки много, и, честно говоря, я ни разу не пробовал, и нет особого желания. А так, в принципе, все то же самое. Творога нет такого, как у нас. Более соленый. А кефир есть, да? Кефир есть, да. Кефир есть, айран шикарный. Айран. Айран я первый раз тут попробовал, мне очень понравилось. Молочки, в принципе, здесь много разной. Выбор больше, да? Или... А как вот это вот масло, которое мы... Это ж не масло, да, которое мы можем? Это масло, которое мы можем или не масло? Тут есть отдельно масло, а есть вот эта вот штука. Как крем-сыр, вот такой по консистенции, но это что-то сродни маслу ближе. Да, то есть отдельно вот масло есть, butter, а есть вот этот вот каймак, и очень прикольная штука тоже. Какие у вас любимые магазины продуктовые в Турции? Есть? Супермаркеты, правильно? Да. Значит, овощи и фрукты в основном я на рынок хожу покупать. А все остальное, здесь есть несколько супермаркетов. Есть А101 называется супермаркет. Это, как мне объяснили турки, это магазин, это сеть, которая принадлежит кому-то из родственников Эрдогана. И прикол этого магазина в том, что он субсидируется государством. То есть там продукты стоят дешевле, чем во всех остальных магазинах. Там сосиски те же в Карифере, который типа нашего там Новуса стоят 25, а в А101 приходишь, они стоят там 15. Поэтому вот за подобными вещами, за мясом, за молоком, за всеми такими вещами, в основном мы ходим туда, они в принципе здесь практически на каждом углу. То есть у нас возле дома их два.
Есть Мигрос, это что-то вроде украинского АТБ. Нет, я бы сказала, что как раз вот этот предыдущий. Ну ладно, Мигрос это что-то среднее, тогда уже среднего звена. Ну это уже, они есть большие, есть маленькие, то есть у нас возле дома есть Мигрос Джет, это прям самый маленький, Мигрос Мини, это чуть больше. Вот здесь вот Мигрос, по-моему, 3М, это большой, и вот они разного размера есть. Это как бы уже просто обычный супермаркет без каких-либо плюшек своих, но у них есть вот это Мигрос карт, карточку у них оформляешь, и у них часто есть акции, которые вот на продукты только по этой карте скидки. Бывают довольно-таки большие скидки. В основном вот в посудомойку, вот эти таблетки, которые используются, мы ходим, ждем, пока будут на них вот эти акции, потому что может пакет стоить там 170 лир, а потом по карте он будет стоить 90. И есть Carrefour, тоже как Мигрос, они тоже есть разного размера, но вот он такой же, наверное, больше к украинскому там Новусу или вот чему-то такому. Как в Турции обстоят дела с продуктами питания? Вы все для себя нашли? Я человек в плане продуктов неприхотливый, но, допустим, там, скучала по гречке совсем недолго. Есть сеть магазинов Shop, Ayusbir и BIM, где наша гречка продается рядом с экзотическими крупами. Допустим, ну, это нормально. И большие магазины типа Филе, Мигрос, там тоже можно найти и овсянку, и гречневую крупу. Вот. Причем она, ну, насколько я поняла, более высокого качества, чем в Украине, например. От сметаны практически отвыкла, но меня уже научили, как ее делать. И в Анкаре, вот, когда я уже жила второй год, тоже как бы видела в супермаркетах на полках прямо написано английскими буквами сметана. Было очень интересно. Здесь также есть кефир, немножко отличается от нашего. Качество продуктов в Турции очень высокое, потому что это отслеживается на, как бы, ну, скажем так, ГОСТами. И за нарушение стандартов очень высокие штрафы и лишение лицензии производителя, поэтому как бы плохих продуктов здесь, ну, не сталкивалась с таким, что там что-то было такое. Свинину я не ем давно, поэтому для меня это не вопрос. Ну, как бы... Ах, вот, рыба. Здесь нет селедки. Нет селедки? Да. Селедку научилась делать сама, то есть посолить рыбу это несложно. Допустим, красную икру посолить тоже несложно. Раньше, лет 5 назад, красную икру можно было купить на рынке на рыбных лотках совсем недорого. А сейчас уже люди поняли, что почем, и как бы она уже стала немножко подороже, но все равно, ну, то есть это не вопрос. Вот. Ну, а как бы... Все остальное здесь в изобилии. Овощи, фрукты. Ваши любимые продуктовые магазины какие? В плане разнообразия мне нравится Мигрос. То есть это магазин, где я могу найти все продукты, допустим, которые я употребляю. Еще есть сеть магазинов Карифурса, тоже как бы неплохая. Частенько там бывают хорошие акции, допустим. И это сеть супермаркетов, которые продаются не только небольшие маркеты, да, там продаются только продукты, а также бывает, что в гипермаркетах есть одежда, обувь, все для дома. Вот, ну, как бы нравится. А так, чтобы вот выскочить в супермаркет, быстренько что-то купить, это один из любимых BIM. Это вот сеть дискаунтеров в Турции. И цены приемлемые, и качество неплохое, как бы, ну и эти магазины есть везде. А как обстоят дела с безопасностью? Я не могу сказать про всю Турцию, я даже не могу сказать про весь Стамбул. Про район, да? Да. Где вы живете? Потому что, опять же, когда мы приехали, нам турки рассказывали, здесь наркоманы, здесь барыжат, здесь арабы и так далее. Мы живем в районе очень безопасном, насколько я понимаю, насколько нам сами турки сказали. То есть к нам приезжали здесь друзья из Украины, и, по-моему, мы то ли коляску на въезде в магазин оставили, то возле двери в магазин.
Нет, и коляску мы тоже оставляли, а то нам воду привозили, я просто на площадку выставил бутылку воды, положил сверху на бутылку деньги, и мы ушли. И они удивились, типа, вау, а тут, ты не переживаешь, так можно? Тут, ну, вот, где мы живем, так можно. То есть я могу спокойно там внизу возле двери оставить коляску с сумками с магазина, пойти в другой магазин, прийти через 20 минут, все будет на месте. При этом есть районы, а у нас друзья живут, ну, нам до них на метро, наверное, полчаса ехать. Там, получается, он турок, она казашка, тоже в Китае с нами работала. Анур очень классный парень, он ей не разрешает ходить в тренажерный зал, который у них возле дома, но не потому, что он турок, он не мусульманин, он как бы очень классный, продвинутый чувак, он не разрешает туда ходить, потому что это район, где очень много беженцев из Сирии, где очень много арабов, и он переживает, что там на нее то косо смотреть будут, то, в общем, ну, переживает, что ей будет там дискомфортно. Потом говорит, сюда не ходи, ходи туда, там, где их меньше. А есть районы, где... Вот на самом деле тоже мы там не были, но есть районы, где вот просто там стоят на каждом углу травы барыжат. Есть районы, где нам рассказывали, трансвеститы обитают. Вот так вот. Но не могу сказать, что меня как-то эти моменты сильно смущали бы, если бы я там жил, например, в районе, где живут трансвеститы, но мне было даже любопытно посмотреть, как это выглядит. Но вот в плане именно криминала, в плане именно безопасности жизненной, нам только рассказывали, что вот этот район безопасный, этот небезопасный. Почему? Ну, вот так вот. Как обстоят дела с безопасностью? Бог миловал, мне как бы не доводилось попадать в какие-то такие передряги. В плане воровства, вот надо быть осторожным в Стамбуле, и вам тоже как бы вас предупреждаю, допустим, в транспорте очень внимательно, в карманах, все, сумку впереди, в карманах ничего не оставляем, потому что на моих глазах было пару раз обворовывали людей в транспорте. В маленьких городках такого, конечно, нету. Ну, в Мармарисе, когда мы жили, там, допустим, тут принято в Турции оставлять обувь возле дверей. Для меня это, естественно, было как бы такой новинкой. Вот. В Мармарисе у нас утащили пляжные тапочки. После этого я обувь не оставляю. Ну, а вообще, как бы, такого, чтобы, ну, как, здесь мегаполис, и поэтому здесь жизнь немножко иная. Вот. Ни в Анкаре, ни в Измире, ни, тем более, в небольших городках. Вот я жила в провинции Айдин и в Мармарисе. Там где-то услышать, что кто-то что-то украл, или кого-то воровали, или кого-то избили, это редко. Ну, а в Стамбуле, как бы, новости смотришь и понимаешь, что вот с тобой этого не случилось, и хорошо. Вот, потому что очень, как бы, ну, не знаю, про иностранцев тоже бывают репортажи, иногда становится страшно. Ну, жить вообще как бы опасно. Как можно переехать в Турцию? Ну, а ВНЖ, ПМЖ как? Это не особо сложно. Конечно, проще, если уже есть какие-то знакомые, которые либо говорят на турецком, либо турки. Переехав в Турцию из Украины, ты можешь 3 месяца здесь находиться без визы, без каких-либо проблем, без оформления чего бы то ни было. Если хочешь оформить, это делается здесь тоже без проблем. Сейчас, конечно, это сделали проблематичнее, потому что начали требовать выписку из банка, раньше ее не требовали. Но опять же, ее официально требуют, потом ты можешь ее принести на подачу документов, кто-то ее возьмет, кто-то скажет, нет, мне это не надо. Получить ВНЖ здесь по аренде квартиры – это не особо большая проблема, то есть нужен контракт, нужны оформленные документы. Это, ну, вот, например, если мы с женой, с ребенком, нам нужны были свидетельства о браке и о рождении с апостилем, с переводом на турецкий. На ВНЖ сейчас немножко изменились условия. Раньше давали первичный ВНЖ на год иностранцам, и условия были немножко проще. Сейчас стали более строгие. То есть в плане, что вы должны там предоставить финансовое обеспечение, какие-то документы, показать, что вот вы на полгода приехали, и у вас на каждый месяц есть сумма, по-моему, $500 должно быть. То есть вы должны показать, что у вас эта сумма есть. Как бы для жителей с Украины вроде как некоторые пункты опускают, потому что понимают, что люди бегут не от хорошей жизни сюда. Вот. Дают первичный ВНЖ на полгода, следующий уже можно будет запрашивать на год или там на 2 даже. ПМЖ. ПМЖ как бы это более серьезный подход, и сразу его не получишь. Допустим,
если проживать здесь в течение 8 лет на ВНЖ, то можно получить бессрочный вид на жительство. Так, чтобы быстро, это надо приобрести недвижимость. Раньше это было 250 тысяч долларов, сейчас сумма увеличилась в 2 раза. То есть недвижимость $500 000 и через год присваивают гражданство. Вот. По праву рождения, это для детей. Вот. Еще, если вы крупный предприниматель, допустим, приехали в Турцию, вы можете открыть свою фирму и устроить на работу как минимум 100 человек местных. Пожалуйста, гражданство. Замужество дают? А? Замужество. Замужество, да, по замужеству. Я замужем 1,5 года, через 1,5 года я подаю документы, буду собирать документы на гражданство. То есть 3 года. После замужества 3 года, потом собираете документы, подаете, и процесс ожидания может занять от 6 месяцев и до года. Иногда даже больше говорят. Ну, пока как бы все впереди, Да. жду, когда это все случится. Вот. А что вы можете сказать о турках, об их менталитете? Какое главное отличие от нашего? Ну, я не знаю, я не могу сказать прям какие-то такие вот отличия прям вот кардинальные. Не знаю. Сложно. Не знаю. Люди как люди, нет такого. Вот про китайцев я бы могла сказать, как бы там вот много всего, там пропасть, я бы сказала, между нами. А тут большая любовь к животным, собакам, кошкам. А мы когда вышли вечером гулять, и вышли только мы и собачники. И у них было много собак, и Майя бегала за каждой. И мы так для себя решили, мы не знаем, как выгуляли собаки, но ребенок выгулялся хорошо. Ну, я, наверное, несколько вещей назову таких, несколько вещей поменьше, чем главное. У них очень такое трепетное отношение к хлебобулочным изделиям. Потому что вот даже во время пандемии, когда они вводили там жесткий локдаун, что вот нельзя выходить из дома, полиция ходит, проверяет, но при этом официально даже в этом постановлении о локдауне было написано, что можно сходить в ближайшую булочную, купить хлеба. Причем ближайшая булочная определялась, как бы куда-то можно дойти пешком. Соответственно, я могу пешком дойти очень далеко, я мог гулять, в принципе, вот по 3 ближайшим районам и всем говорить, что я иду в ближайшую булочную. Это было абсолютно легально. Чай, кофе они пьют, у них это вот прям, это у них прям вот культура общения такая. Сесть, чай, кофе, сигареты, и вот так вот сидеть они могут 2, 3, 4 часа, тут кофеин, чайных очень много, они могут сидеть кучу времени, просто общаться, курить одну за одной и пить чай, причем во многих местах даже, во многих ресторанах чай предлагают бесплатно. Если ты у них поел, они спрашивают потом в конце там чай, кофе, принесут, можно выпить, это у них считается вот как бы традицией. Сейчас, к сожалению, во многих местах это отменяют, потому что люди начали просто ходить пить на халяву чай. Вот. Но такое вот буквально вчера нам предлагали, я не мог не воспользоваться этим предложением. Что вы можете рассказать о турках, об их менталитете? Есть ли различия от нашего? Различия есть. Так, чтобы я выскажу свое собственное мнение. Допустим, турки любят посплетничать. И женщины, и мужчины одинаково. Допустим, пообсуждать чужую жизнь, это как бы, первое дело. Они гостеприимные, очень гостеприимные. Накормят, напоят. Всегда там, если ты в состоянии поддержать беседу, с тобой поговорят. Там и могут предоставить ночлег, и все. И в то же время как бы не надо сильно расслабляться и вестись на это все. Да, это очень здорово, такое гостеприимство, но потом могут за спиной что-то про тебя рассказать, там, не совсем лицеприглядное. Может быть, для них это как бы не считается, что там что-то плохое про тебя сказали, а может быть, человеку может не понравиться. В общем, они более, наверное, это сказывается мусульманская религия, как бы, они более закрытые в плане общения. Хотя, как и все мы, могут быть добрые, могут быть не очень. Для меня среди турков у меня есть несколько хороших знакомых, не сказать, чтобы друзей, общались по работе, в общем,
Если человек с тобой дружит, если это твой друг, то как бы относится довольно искренне. Если это шапочное знакомство, там, допустим, знакомые твоего мужа, то, ну, там, надеяться на то, что тебя будут любить и там и как-то воспринимать по-особенному. Ну, по-особенному, да, а там могут за спиной шептаться. Я уже говорила, что не всем позитивно относятся к иностранцам. То есть могут задать такие вопросы, как бы вроде безобидные, но как бы может это и задевать. Типа, а что вы здесь делаете? Ну вот, и зачем вы сюда приехали? Они особенные, они другие, они не такие, как мы. Хорошие люди есть везде. Какие главные минусы и плюсы в Турции для себя вы видите? Ну, в Турции тут еще плюс фрукты, овощи почти круглый год, это все тебе доступно. Одежда тоже, вот все это, у них же собственное производство, поэтому как бы цены очень на все, как бы детская одежда, взрослая можно найти по адекватной цене, все. Не знаю, люди тоже, это большой плюс, в принципе, наверное, в любой стране самое главное это люди. Если люди адекватные, хорошие, приятные, то тебе везде будет. Ну, минусов, я для себя больших минусов не вижу. То есть, как бы, сказать, что вот прям вот это вот минусы, ну, кроме того, кроме конкретно Стамбула и дорог, тротуаров там, да, вот, и для меня минусов больше нет. Какие главные минусы и плюсы в Турции вы видите для себя? Для себя как бы минусов уже практически не вижу. Единственный минус, что я, допустим, не могу устроиться, пока я не гражданин этой страны, я не могу иметь официальную работу. Вот. Больше никаких. Допустим, моя подруга, которая совсем недавно приехала в Турцию, минус незнание языка. Это в первую очередь. Если вы приехали и выучили язык, допустим, есть бесплатные курсы, его можно как бы пойти на курсы, язык его выучить несложно, он как математика простой. Вот. Тогда как бы жизнь станет в половину легче. Незнание языка очень сильно осложняет. А больше, допустим, таким небольшим минусом можно сказать, что медицинское обслуживание, потому что, а может быть даже я ошибаюсь, потому что я последний год, когда ездила в Украину, уже как бы я сравнивала цены, и они были практически одинаковые с турецкими, но все-таки медицина здесь немножко дороже, чем в Украине. Что вы можете рассказать о Турции в нескольких словах? Солнечно, приветливая, вкусная, да, если вот так вот говорить. Да. Колоритная, не будет скучно, если приедешь обязательно, но она большая. И, мы находили туры туристические, походы вот в пешие идут, и оттуда фотографии, то есть как бы очень красиво. Есть что посмотреть, есть что попробовать, есть что увидеть. Что вы можете сказать о Турции в нескольких словах? Мне здесь нравится. Мне интересна эта страна в плане проживания, в плане изучения истории, культуры, изучения языка, потому что как бы вот сколько выучила, на этом не останавливается, все время что-то есть новое. Я не агитирую никого, приезжайте сюда, здесь классно. Просто хочу сказать, что мне здесь нравится в этой стране, как бы проживаю довольно комфортно. Да здравствует Турция! А что вы можете посоветовать людям, которые собираются переезжать в Турцию? Наверное, все узнать заранее. То есть не приезжать, если есть возможность, да, как бы до момента приезда все как спросить, есть много форумов, это уже все как бы известно, это не будет новым, все можно прочитать за документы, за квартиру, чтобы не было такого, что ты приехал и растерялся, то есть по максимуму. И, естественно, как бы деньги везде нужны, без денег ты никак не справишься. Прям вот таких советов конкретно по Турции отдельных. Естественно, наверное, может быть, если кто-то рассматривает как эмиграцию в Турцию, то, естественно, учить турецкий язык лучше заранее, потому что не стоит сильно рассчитывать на английский язык, потому что, да, тут много кто говорит на английском языке, но
в основной массе своей все равно они говорят на турецком языке, как бы. Поэтому, если в плане миграции, то турецкий язык, он must have, необходим. Не переезжайте в Турцию в поисках работы. Потому что даже если вы здесь найдете работу, а это очень... это не самое простое занятие, потому что, во-первых, проблемы с оформлением рабочей визы, проблемы с вообще языком, потому что без турецкого языка вряд ли вас возьмут куда-то, кроме туристической сферы. В большинстве случаев, кстати, украинцы, россияне, именно белорусы, славяне, в принципе, едут именно в туризм. То есть там на сезон, в отели, аниматоры, ресепшн и так далее. А если где-то вне этой сферы, то, во-первых, без турецкого это будет очень большая проблема. Во-вторых, оформить рабочее разрешение, то есть чтобы легально работать, это будет тоже большая проблема. А в-третьих, даже если вы все это получите, то той зарплаты, которую вы будете здесь получать, скорее всего, вам не будет хватать на то, чтобы здесь жить. К сожалению, так. И в большинстве случаев всегда есть большой смысл ехать, либо если у вас онлайн есть какой-то уже там 1000-1500 долларов получать на онлайне, это хватать будет, чтобы жить в Турции с удовольствием, с головой. Чем 2000 вообще шикарно. Еще лучше. Да. Я, например, здесь на фрилансе у меня выходит где-то 1500-2000 на переводах. Я при этом работаю в университете, я хочу оставаться там работать, потому что это рабочая виза и потому что это государственная страховка. Рабочая виза, если я то ли 5, то ли 8 лет я без перерыва здесь проработаю по рабочей визе, я могу потом подать документы на бессрочный ВНЖ. То есть мне не нужно будет его продлевать, я могу уже из Турции уехал, приехал. Это не гражданство будет, это будет именно разрешение на жизнь в Турции без ограничения по времени. То есть, мне кажется, это будет большим плюсом, если здесь на долгое время оставаться. А так, очень много людей пишут даже в Фейсбуке: помогите найти работу. Не поможем, простите. В принципе, все, в остальном Да. приезжайте, здесь жить очень-очень круто, на мой взгляд. Если деньги есть. Если есть маленькая оговорочка. Какой совет вы можете дать тем, которые собираются переезжать в Турцию? Сказать, что изучать язык, я не могу настаивать на таком совете. Это на ваше усмотрение. Просто, приезжая в Турцию, надо понимать, что это страна с другим менталитетом, что это, в общем, изучая историю Турции кратко, я прочитала, что, допустим, эта страна не мусульманская, это светское государство. То есть здесь в первую очередь социальные законы, потом уже религиозные. Но все равно мусульманская религия накладывает свой отпечаток. И надо быть готовым к тому, что иностранцы могут не всегда правильно понять, не всегда правильно трактовать его поведение, отношения, но даже внешний вид. Хотя в Стамбуле с этим без проблем. Такое пожелание. Едете в Турцию, выучите хотя бы, я знаю, слов 20. Для начала, да? Да. А если турки услышат, что вы сказали «здравствуйте, спасибо, пожалуйста» по-турецки, будут считать, что вы уже знаете турецкий.